Фувионыч. Привет, друзья! С вами Фувионыч. И сегодня летняя тема обуви для фотографа и не только, для любого путешественника. В обувь это очень важно. Видите, я уже перешел на лето, у нас началось в Питере лето. Но мы сегодня не будем говорить про легкие кроссовки дышащие, которые на мне сейчас специальные, летние. У нас сегодня тема босая нога. Перепробовав за многие годы путешествий разных производителей, в том числе европейских, Австрия, Швейцария, Германия и прочих, в 2012 году впервые на остров греческий Кос я купил Эко. Я купил там специальную сумку, которую вам показывал, кто смотрит мои выпуски про фотосумки. И купил вот такие босоножки. Они называются даже не босоножки, а сандалии. По какому принципу название это выбрано, не знаю. С технологией рецептор. На тот момент в этих босоножках, им считайте уже почти 10 лет, да? 12-й год. 10 лет. Я посчитал, даже если я примерно 10 тысяч шагов делаю в путешествии в день, но на самом деле это больше всегда происходило. И даже если считать, что за весь год я их носил только один месяц, в общем количестве 30 дней, хотя это неправда. Я их носил, как правило, там 2 месяца практически не снимая. В течение 10 лет получается внушительные миллионы километров, шагов. И, соответственно, это действительно огромное количество, это тысячи километров как минимум. Как видите, подошва здесь выполнена из резины, здесь специальные вставки и технология Fluid Form, которая используется в том числе и даже в старых моделях, которые у меня, это вулканизация самого материала, непосредственно кожи, которая здесь использована, да, и синтетики, так называемого нейлона, материала современного, не позволяет воде туда просочиться. Кто смотрел мои видео экстремальных походов на Крите, на Сицилии, где я ползал, по скольким горам, в том числе и даже серным всяким, на Крите 3 года, по разным горам, по склонам. Кто смотрел здесь, в Лахте, где я утопал в болоте, в грязи, и у меня один момент даже, я высаживался из каноэ, у меня полностью эти кроссовки были в кибрийской глине, я вытаскивал их, да. Кто видел мои видео в Газипаша, в Турции, где я также лазил по горам, потом снимал вечерние вот эти корыта, очень опасные скользкие камни, где передвигался. В общем, в экстремальных всяких условиях эти босоножки Эко, которые я называю вездефотами, да, вездефоты, можно сказать. Но про вездефот у меня отдельная тема. Так вот, друзья, это действительно сверхтехнологичная вещь, и я считаю, что это один из лучших продуктов, если не самый лучший. Напишите, кстати, в комментариях, что вы считаете самое лучшее, что сделано Эко. Историю датской компании мы не будем сейчас рассматривать, так же, как не будем говорить о качестве фурнитуры. Что же сегодня мы будем смотреть? Ну вот смотрите, 13 лет. Небольшой износ здесь есть, видно, что резина в некоторых местах стерлась, потому что я имею большой вес, 110 килограмм, и понятно, что износ будет. Но представляете, да, насколько слабо износилась, если вот эта часть вся абсолютно в нормальном состоянии. Что же, в принципе, не очень удобно в этих кроссовках, да, но вот я их полностью могу расстегнуть, зато это удобно сушить, да. Они с 3 частей разбираются вот так, подвешиваются, ну и после морской воды, в которой, кстати, я ползал постоянно, и люди боятся иногда босоножки или сандалии, в Эко можете не бояться смело ходить в соленой воде, потом промоете их, и все будет нормально. Но год назад я понял, что это настолько сильно износилось, что пора купить новое. Ну что я буду покупать? Конечно же, такие же. Это же серия, но уже современная. Это модели 10-х годов. Я искал этот коричневый цвет, достаточно сложно было его найти. Что же здесь сделали лучше? Ну, во-первых, вот этот фиксатор, он тоже вытаскивается, да? Наконечники вот этой части, здесь сделана резиновая вставка. Во-первых, рукой легко, да? Во-вторых, резина, вы знаете, что если у вас мокрые пальцы или мокрые кроссовки, резина сцепления лучше. Во-вторых, они не так сильно выскакивают
когда вы их расстегиваете. И, кстати, напишите в комментариях, кто как застегивает босоножки. Я застегиваю заднюю часть, а вот супруга моя, например, которая тоже пользуется босоножками, такими же, с прошлого года, она застегивает вот эту верхнюю часть. Напишите, как правильно застегивать босоножки. В чем же еще интерес этой модели? Современная модель уже имеет многослойную подошву, но нижняя часть вот этой подошвы выполнена из очень крепкого материала полиуретан. Кто смотрел мои видео про кабель, я упоминал, что японская компания Audionaut, которая делает одни из самых лучших серебряных лицензионных кабелей, а вы знаете, что серебро окисляется на воздухе мгновенно практически, использует в качестве диэлектрика полиуретан. Этот материал удивительно прочный, и он стоек к температурам, к разным перепадам, и, соответственно, он очень имеет хорошую адгезию. Ну, соответственно, технология совместно с резиной. В данном случае здесь резина белого цвета, уже нарядная и красивая, но я смотрел коричневый, мне очень понравились, да. Что еще я бы отметил, что на первый взгляд кажется, незаметным, когда вы суете свою ножку сюда, в эти тапочки. Что же становится понятным, да? Ну, во-первых, я могу сказать, что самое интересное ощущение, которое я ощущал, вот в этой части, если представить ногу вот таким образом, вот здесь пальцы, здесь есть специальная поддержка. Вот она в новых кроссовках, уже не сношенных, она чувствуется. И поэтому люди с большим весом, с широкой ступней, как у меня, да, которым трудно подобрать, в том числе и босоножки иногда бывает, они не испытывают дискомфорта. Плюс подошва, она имеет несколько уровней слоев, и, соответственно, та часть, которая у вас под ногой, она тоже имеет анатомическую форму. В данном случае здесь технология рецептор использована, да? Это технология, которая сохраняет вашу костную систему. Ну и в сочетании с нейлоном, да, который не вытягивается, который очень прочен, удивительно прочная ткань, прошит великолепно с окантовкой, и к нему же также пришита уже или замша в варианте, или кожа. Кроссовки не боятся удара. Я ползал по камням и рассказывал вам на сальдо, что, например, когда поднимаешься или когда спускаешься рано утром, если вы любите путешествовать в синий час или в золотой час, то вы просто прочнее застегиваете вот эти лямки, и у вас нога становится очень жесткой конструкцией. Если вы путешествуете на расслабоне или в жару в сильную, вы их расслабляете, соответственно, нога у вас абсолютно комфортна, не потеет, ничего с ней не происходит. То есть для тех людей, которые еще не попробовал, я настоятельно рекомендую. Сейчас хорошие ценники можно найти. И официальный магазин, там подробнейшая информация. И самое удивительное, конечно, это количество раскрасок. Женщины, которые тоже, может быть, посчитают это не очень... Для кого-то это некрасивая обувь. Ну а что такое красивая обувь? Да? Ну вот такая, что ли, обувь красивая, да? Так вот, моей супруге понравилась серебристая модель. И вот в прошлом году, перед поездкой в Турцию, я ей купил вот такую серебристую в сочетании с зелеными светящимися надписями, которые в темноте, кстати, очень хорошо видно, если вы ходите по темным дорогам. Но во всяком случае эта штука действительно светится. Здесь та же технология, плюс светлая часть подошвы, многим девушкам нравится, женщинам, и ножка выглядит аккуратно, красиво. Внизу точно так же комбинация резины, нижней части, да, и здесь вот натуральные материалы. Есть модели, где с полиуретановой вставкой, это предыдущая модель. Поэтому, друзья, кому нравится эко, кто хочет преподнести какой-то подарок своей любимой или своему любимому, эко вам поможет в этом. И почитайте историю, но я все-таки рекомендую вам, конечно, в первую очередь заниматься практикой. Если отправляетесь действительно в серьезное путешествие, и если считаете, что самая лучшая обувь это кроссовки, друзья, это не так. В жарких странах и в странах, например, нашего пояса, я летом в Питере постоянно их использую, знаю, что я и в лесу их таскаю, и защита. Единственное, что я бы отметил еще, друзья, для вас, это когда вы выбираете размер. У меня 44 размер, 43,5. Я всегда покупаю обувь эко 45 размера. Потому что мне нужен небольшой запас. Понимаете, о чем, да? При ударе. Если вы покупаете размер в размер, он, конечно, вам подойдет.
но пальцы у вас будут нависать, поэтому риск получить травму, когда вы где-то споткнетесь, он велик. Поэтому всегда, если у вас там 38-й, берите смело там 40-й. То есть, ну это лично моя рекомендация. Есть люди, которые считают, что нужно брать размер в размер, но я вам отвечаю, что босоножки, открытая часть, пальцы не закрыты ничем, и пяточная часть тоже не закрыта. Поэтому я беру всегда вот в таком варианте. Если у меня 44 размер, я беру 45. 46 уже многовато будет. Ну а на этом все, друзья. Если вы отправляетесь в путешествие, и особенно если вы отправляетесь в путешествие, вне зависимости от того, вдвоем или один, Эко вам поможет, я думаю, чтобы ваши впечатления стали еще ярче. На этом спасибо всем, друзья.